Что такое технология блокчейн простыми словами? Всем привет, это канал Крипто.ру, я его ведущая Яна Таран, и сегодня расскажу вам, что такое блокчейн, и постараюсь сделать это максимально простым языком. А вы подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите в комментариях, о чем хотите узнать в следующем видео. Блокчейн – это цепочка блоков, использующих информацию. С английского chain – это цепь. Впервые технология описана еще в 1991 году группой исследователей. Первое предназначение блокчейна – хранить цифровые документы, не допуская фальсификаций и создания файлов задним числом. Что-то вроде нотариального заверения. Но до 2009 года технология почти не использовалась, пока Сатоши Накамото не адаптировал ее для создания первой в мире криптовалюты – биткоин. Блокчейн можно сравнить с распределенной книгой, полностью открытой для всех. После того, как в блоке записываются данные, их практически невозможно изменить. Давайте разберемся, как это работает. Каждый блок содержит данные. Хэш блока и хэш предыдущего блока. Данные блока зависят от назначения блокчейна. Если мы говорим о биткоин-блокчейне, например, то в блоке будет храниться такая информация, как отправитель, получатель и количество монет. Хэш можно сравнить с отпечатком пальца человека. Это уникальная информация, которая идентифицирует блок и его содержимое. Хэш вычисляется в момент создания блока. Если данные блока будут меняться, хэш изменится также. Благодаря хэш можно легко отследить историю изменений в блоках. И третий элемент – это хэш предыдущего блока. Благодаря этому обеспечивается абсолютная безопасность блокчейна. Возьмем цепочку из 3 блоков. Каждый блок имеет свой хэш и хранит хэш предыдущего блока. Значит, блок номер 3 дает информацию о блоке номер 2, а блок номер 2 о блоке номер 1. Первый блок не указывает ни на какой из блоков, он особенный первичный блок. И давайте-ка представим, что мы тут решили внести изменения в блок номер 2, то есть фальсифицировать его. Как следствие, блок номер 3 и все последующие блоки останутся неизменными, а значит станут недействительными, ведь уже хранят некорректную информацию. Значит, изменение одного блока в цепи делает недействительным все последующие блоки. Но для предотвращения подделок одного использования хэшей мало. Сегодня компьютеры могут вычислять сотни тысяч хэшей в секунду, а значит, при необходимости внести изменения в блок и пересчитать остальные блоки. Не такая уж нереальная задача, если честно, но во избежание этого блокчейн использует механизм Proof of Work и другие протоколы. Но это еще тоже не все. Вместо использования централизованного объекта для управления цепочкой блокчейн использует одноранговую сеть, доступную для подключения каждому. Кто-то, подключившись к сети, получает полную копию блокчейн. Именно это и использует подключенный узел, чтобы проверить, все ли в порядке с цепочкой блоков. При добавлении новых блоков информация немедленно отправляется всем подключенным к сети узлам, и каждый узел автоматически проводит проверку хэшей, чтобы убедиться, что блок достоверный. Если все в порядке, каждый узел добавляет новый блок в свою копию цепи, и все узлы в сети достигают консенсуса. Поддельные блоки узлами блокчейна отклоняются. Таким образом, чтобы успешно подделать блокчейн, для всех измененных блоков и блоков, следующих за ними, надо взять под контроль более 50% одноранговой сети блокчейн. Только в таком случае поддельный блок будет достоверным для других. И это почти невозможно. Технология блокчейн постоянно развивается, и последним нововведением стало создание смарт-контрактов. Простых программ, которые хранятся в блокчейне и могут использоваться для автоматического обмена криптой. Вообще, технология блокчейн произвела настоящий переворот в цифровом мире. Сегодня ее используют для хранения медицинских записей, сбора налогов, нотариального заверения онлайн и прочего. На этом все. Надеемся, мы смогли объяснить, что же такое блокчейн и какие проблемы он решает. Спасибо за просмотр. Ставьте нам лайки. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.